Очень интересно услышать про генерирование музыки и видео. Нашла я такие нейросети, и сегодня я поделюсь 4 из них. Они лучше, они интереснее, они продвинутее. Даже из тех аишек, которые мы знаем, выпускаются апдейты, и они становятся лучше и лучше. Поэтому AI и нейросети — это только начало. И на этом канале мы будем с вами самыми продвинутыми в нейросетях. Сегодня 4 из них будут те, кто создает музыку, создает вам клипы и видео, а некоторые из них даже учат вас любому языку. О первом инструменте было очень много слухов, хороших слухов, и я решила его затестить. Первым делом, когда я только зашла на сайт, я ничего не поняла, подумала, что это за игрушка какая-то, что это за версия какая-то простая, но чем больше начала копать, тем больше я поняла, что в простоте сама и суть. И на самом деле крутые вещи — это когда очень просто и очень понятно. Приложение называется Refusion, и создано оно 2 разработчиками, которые сделали это приложение как хобби. Парни вдохновили Stable Diffusion. Это тогда, когда ты пишешь текст, и оно тебе генерирует картинку. Абсолютно любую картинку, которую только хочешь. И сделали так, чтобы с текста ты мог генерировать музыку. Да, музыку. Теперь любую музыку, которая тебе приходит в голову, ты можешь воплотить в реальность и послушать свое произведение искусства. Во-первых, посмотрите на этот сайт. Сам по себе сайт, я сначала подумала, что это такое за документ, и вообще я сначала не поняла. Но потом я нашла это очень-очень увлекательным. То есть так никто не делает. И на самом деле, если начнешь читать дальше, то они объясняют все, что не объясняют другие разработчики, абсолютно. То есть тут они, во-первых, говорят, что их зовут Сет и Айк. Дальше они объясняют, на что они опирались, как они опирались, на какие спектрограммы, как это все получается, как с помощью диффьюжена сделать вот такую вот музыку. Прочитать эту статью нереально очень интересно. И, в общем, пришли они к тому, что вот любая музыка, которая только приходит, ты можешь создать. Да, допустим, Sun, Basil with jazzy saxophone solo. И там суть такова, что ты даешь эту музыку, и оно изучает ее на фоне вот одной картинки, как они это называют, оно начинает генерировать другие вариации, другие картинки. И если у тебя нет следующего приказания, ему какой-нибудь следующий трек, то оно будет постоянно меняться, и постоянно генерироваться тебе новая музыка. Но также ты можешь, получается, писать один стиль, сразу же пишешь там второй, который только можно, и оно будет плавно переходить в следующий трек. Это просто невероятно. Мы сейчас это с вами протестим, но просто хотела спросить по веб-сайту. Они здесь очень много чего объясняют, как что строится, как что выстраивается. В промпте говорят, как правильно писать, чтобы получить то, что тебе нужно. Они объясняют, как должен выглядеть seed image. Допустим, чем больше шума, тем больше креативнее эта музыка становится, но также она будет менее похожа на картинку. Заданную в смысле твой текст, они так это называют. Также говорится то, что если ты хочешь сконцентрироваться больше на каком-то звуке или на каком-то определенном тексте, то ты должен это позначать мультиплеером. То есть ты можешь выделять какой-то определенный звук, который тебе надо больше, чтобы он слышался. Допустим, ты пишешь там пианино плюс саксофон плюс гитара, но ты хочешь больше выделить гитару, соответственно, ты добавляешь к гитаре больше мультиплеер, то есть чтобы она больше сконцентрировалась на гитаре. Перед тем, как мы перейдем, еще хочу сказать, что насколько они красавчики. Они оставили открытый код, поэтому для тех, кто разработчики, вы можете взять этот код, что-нибудь там переделать, что-нибудь добавить и сделать вот такое же свое приложение. А те, кто не кодеры, как мы давайте его использовать в своих всяких разных замыслах и фантазиях. Переходим к приложению. Как только заходишь на сайт, здесь уже есть какие-то примеры, ты можешь их проиграть, можешь их послушать. Допустим, Ibiza at 3 a.m. И если не будет next, нашего промпта, нашего желания, то оно будет дальше генерировать, получается, с Ibiza в разные Ibiza 3 a.m. Я только что написала Jazz in a style of 1780s. И давайте послушаем, как же оно с Ибицы перейдет на джаз. Это просто взрыв мозга! Ты теперь можешь стать диджеем, пожалуйста. Пиши любые треки, любые переходики, она тебя плавненько переходит, все. Давайте что-то другое попробуем. 94 BPM, то есть beat per minute. Piano, crazy piano freestyle, Airbnb in the style of Drake.
Это просто crazy. Давайте какой-нибудь другой. Дайте теперь классическую музыку в стиле Джастина Бибера. Ну, конечно, это очень сильное издевательство, ребята. Не осуждайте меня, это всего лишь просто промпы, чтобы посмотреть, насколько crazy оно может быть. У меня нет слов. Вы вообще понимаете, насколько это круто? Это просто blow your mind. Поэтому играйте, залазьте и вообще выдавайте свои треки. Вторая нейросеть, она более профессиональная. То есть, если, допустим, ты не разбираешься в музыке, не знаешь стиле или вообще чего ты хочешь, то вот эта нейросеть уже будет для тебя. Тут есть примеры треков в разных стилистиках, в разных жанрах, в разном настроении. И также ты можешь менять существующие треки и менять биты, когда тебе это надо. Бывало ли такое, что вот вроде бы подходит музыка под твое видео, под твой трек, но вот хотелось бы, чтобы сейчас был бит, или бы сейчас его не было, наоборот, немножечко продолжить какую-то плавную нотку. Так вот, с вот этим предложением это возможно. Называется эта нейросеть SoundRow. Здесь намного проще. Здесь ты уже можешь выбрать настроение, допустим, там dreamy или настроение романтик. Давайте мы больше dreamy такое выберем. Какой жанр? Хип-хоп, да, электроника, в общем, разные жанры. Допустим, мы dreamy в стиле house. И, допустим, какую-нибудь theme, давайте nature. Или motivation inspiring. Классно. Все, мотивационную музыку какую-нибудь. И она тебе по твоим заданным параметрам, также ты можешь выбирать тембр, инструменты разные. Она тебе выдает уже какие-то треки, которые ты можешь слушать. Прослушиваем. И уже выбирать, нравится тебе это или нет. Допустим, тебе это не понравилось, ты выбираешь другое. И вот в чем суть. Допустим, мне понравился этот трек. Он подходит под мое видео, которое там я знаю, я себе представила, либо уже себе намонтировала, к примеру. Но здесь он сильно долгое начало, да, постоянно low, low, low. И что здесь можно? Здесь можно изменять биты. Допустим, идет начало, давайте сначала проигрываем. И я хочу, чтобы после первого начала уже сразу же пошло какой-нибудь хай, да, потому что я там бегу, либо лечу. И вот мне надо как раз вот этот бит. Давайте послушаем, если изменить. А теперь мне опять надо замедлиться. И здесь, допустим, я тоже хочу замедлиться. Продолжается. А здесь я хочу больше, прям very high, very high, very high. Но это не все. Помимо вот этих very high, high, low, мы можем включить Pro Mode, и здесь уже раскрывается намного больше. Здесь мы уже можем выбрать мелодию, бэкинг, бас, драм, можем выбрать пианино, сколько битов в секунду, какая длина, какие инструменты. То есть здесь уже прям по полной можешь играться. К примеру, я хочу, чтобы в начале помимо бэкинг уже был драм. Я запускаю. Уже сразу драм идет. А в следующем треке я, наоборот, хочу его убрать. А здесь я хочу прям очень большой драм. Или хочу убрать. Вот здесь можно остановить. Круто! Ну это же просто сказка, ребят. Я в восторге. Дальше, что здесь еще классного? Здесь можно, чтобы, допустим, тебе понравился трек, ты что-то уже закреатил, ты хочешь, чтобы оно похожее на этот трек тебе сделало. И ты нажимаешь Create Similar Music. И оно по вот этой музыке делает тебе похожую музыку. Вот, и тут уже по этой музыке почти все такие. Что здесь еще очень прикольного, ребята? Просто вот эта фича, я ее обожаю. Ты можешь добавить это в свое видео. И поверь, видео уже вдохновляться и создавать музыку. Мы выбираем видео. Вот, допустим, вот это видео. Давайте что-то такое выберем. Гламурное. Жанр. Beats, theme, travel. И теперь посмотрим, какой тречечек у нас будет, чтобы его подставить. Да, здесь мне больше хочется мидла.
Ребята, просто обалденно. Ну вот скажите, благодарочка, лайк. Не знаю, возможно, среди нас есть профессиональный монтажер, и он посмотрит на это и скажет, типа, чего ты радуешься? Но я не профессиональный монтажер, и для меня вот такое вот приложение, это просто классно. Еще есть такое приложение, как Aiva, мы его в этом видео не рассмотрим. Здесь тоже можно крестить музыку, и здесь оно более с профессиональной точки зрения. То есть я хотела сделать обзор, но потом я поняла, что я абсолютно не разбираюсь в музыке. Я не смогу показать всех прелестей этого приложения, и, соответственно, все новички тоже не смогут им пользоваться. Но если среди нас есть профессионалы, Aiva, изучайте. АИшка, нейросеть, которая очень прикольно делает музыку. Третий тул, очень миленький, такой миленький Stevchick.ai, нейросетка, которая помогает генерировать клипы, видео, рекламу, в общем, монтаж за тебя. Она даже за тебя тексты пишет и сценарий, но если тебе не нравится, ты можешь написать свой сценарий, и она тебе уже, полагаясь на твой сценарий, сгенерирует картинки и подставит нужную музыку. Стиви подойдет, мне кажется, абсолютно для всех, у кого есть требования, либо желание создавать клипы, мини-клипы на постоянной основе. Давайте пробовать. Так, ну, в общем, вы заходите в профайл, и здесь вы выбираете. Я покажу, давайте, со сценария в лайв-видео. Мы нажимаем старт. И это бесплатная версия. У нее есть платная версия, и в платной версии, соответственно, конечно же, всего намного больше, и вариаций намного больше. Ты выбираешь, какое тебе нужно видео. Допустим, нам нужно лайв-видео, то есть просто какой-нибудь видосик, либо анимейшн. Мы выберем лайв-видео. Horizontal, пусть у нас будет реклама, промо. Она сразу же уже тебе предлагает сценарий. Ты можешь использовать этот сценарий, а можешь использовать разные другие сценарии. Можешь написать свой собственный скрипт. Ну а текст мы будем генерировать с помощью нейросетки. В этот раз мы используем другую нейросеточку, бесплатную пока, поэтому используйте. Тут есть, конечно, вот видите, есть план, сколько слов тебе можно использовать. Потом будешь переходить в премиум. Ну, в принципе, как затестить, понравится, не понравится, ты можешь. Что у него крутое в этом Write-Sonic? Здесь можно выбрать Generator AI, и здесь она будет генерировать дату в реальном времени. То есть, если чат GPT обновлен только до 2021 года, то Write-Sonic обновлен до сегодняшнего дня. И благодаря этому я могу написать ему какой-нибудь тул, и он его уже знает. Соответственно, он напишет нам релевантную штучку. Также можно здесь писать articles, параграфы. Ну, в общем, очень тоже прикольная штука. Facebook Ads, LinkedIn Ads, Google Ads, Sonic, тексты. Кстати, здесь очень крутая фича есть, то, что ты можешь затренировать своего собственного Соника. То есть ты можешь его тренировать, чтобы он писал как ты. Это очень крутая фича. Обязательно испробуй, если ты копирайтер. Ну, и тебе нужно писать постоянно посты. Давайте выберем Sonic. Используем его online generate data. Соответственно, он знает у нас по предложению Стиви, и пусть он напишет нам рекламу. Напиши 30-секундные сценарии для нового AI-тула Стиви, который генерирует видео с текста. Так, теперь мы его переносим в наш Стиви. Кстати, прикольно написал. Вчера он мне писал какие-то такие очень сильно продающие тексты, мне так не нравилось. А в этот раз он написал довольно-таки хорошо. Ну и вы видите, что как бы АИшка нам всего лишь помогает. Она не делает работу за нас. То есть люди, которые ожидают, что просто с любого даже непонятного объяснения она тебе сделает супер рекламу, то, конечно же, это не сделает. Она упрощает нам жизнь. Дальше здесь выберу Live Video Source. Видите, есть премиум, и там, конечно же, больше картинок, больше музыки и все такое. Если нужен voice-over, то, конечно же, выбирайте голос какой-нибудь, генерировать голос. И все. После того, как ты написал сценарий, мы дальше выбираем тему. Опять же, в бесплатной версии их не так много, в премиуме больше. Допустим, мы выбираем вот что-то вроде бы вот это вот. И она уже генерирует тебе видео. Сейчас она тебе покажет, что она сгенерировала. Если что-то тебе не нравится, ты сможешь изменить, а так вот готовое видео. Пожалуйста, давайте смотреть, что она сгенерировала. Она сгенерировала видео. И в принципе, если у меня нет каких-то супер больших ожиданий, я бы использовала, наверное, ее, сделала звук бы потише и все такое, да, там, может быть, картиночки некоторые поменяла, но в принципе за 30 секунд, ребята, 30 секунд просто с текста сгенерировать сразу же видео. Но если что-то не понравилось, как мы сейчас заходим в аудио, и мы выбираем другое аудио. Также мы, когда нажимаем на аудио, мы можем выбрать звук, вот так вот сделать меньше. Если, кстати, не нравится длина текстов, мы можем ее менять. Вот, допустим, нажимаем на время, и я хочу, чтобы каждое
длина была под 3 секунды. Здесь также можно менять картинки, то есть если что-то не понравилось, картиночку тоже можно заменить. То есть она тебе генерирует вариации, ты уже можешь менять. Если тебе все понравилось, все идеально, ты ничего не меняешь. Если у тебя нет никаких требований, ты просто хочешь взять какой-то анонс, быстренько взял, в стиле залил, он тебе сделал видео, может быть, что-то подправил, а может быть, не подправил, опубликовал. Нравится, посмотри, что там в премиуме, и представьте, сколько у нее будет потенциала. И если это тебе будет помогать в бизнесе, то я буду очень сильно рада. Следующий тул. Это бомба, ребят. Следующий тул для тех, кто мне пишет в комментарии. А есть хоть что-то на русском? Почему все на английском? Со следующей нейросеткой ты выучишь английский, а еще испанский, а еще и китайский, если хочешь. В общем, это нейросетка по обучению языку. Называется эта нейросетка Софи. Посмотрим? Поехали. Здесь регистрация похожа, как на все другие регистрации. То есть тебе нужно будет частично зарегистрироваться, ввести свои данные для того, чтобы понять вообще, какой язык ты хочешь изучать, да? К примеру, я знаю русский, я хочу выучить английский. Дальше ты выбираешь голос. То есть какой ты голос будешь постоянно слышать в своих уроках. Я выберу Аби, я уже ее выбирала, мне она нравится, она с United Kingdom, класс. И дальше сейчас я проведу, что здесь очень прикольного. На первой странице оно тебе выдает новые слова каждый день. Сразу же тебе дается понятие и пример. И дальше, если ты хочешь запомнить это слово, ты добавляешь add to flashcard. И она добавляется тебе в флеш-карты, которые ты потом будешь вспоминать. И от тебя требуется написать какой-нибудь пример. Допустим, у меня богатый ассортимент фруктов, да, я пишу submit, и дальше она тебе пишет правильный либо неправильный пример, что очень классно. Your answer is relevant to word reach. However, you should use articles on and before reach assortment. Прикольно! То есть она сказала, что мой пример релевантный, да, так можно говорить, но перед тем, как говорить, нужно добавлять слово and. Это очень круто. В реальном режиме тебе даются слово, перевод, пример, объяснение на английском языке. Тебе нужно написать пример, и оно по твоему же примеру в онлайн-режиме исправляет тебя. Это очень круто. Я такого еще английского языка не видела. То есть, чтобы оно тебя сразу же исправляло вот так вот. Дальше. Здесь есть еще игрушечки. Допустим, такие как guess the word. Тебе говорят a small, round, sweet fruit with a green skin. И ты такой угадываешь, что же это такое? Наверное, это lime. Дальше что здесь есть еще? Можно дальше писать другие слова. И так эти слова, каждое слово добавлять себе в флеш-карты, которые потом ты можешь в конце дня брать и повторять. Помимо слов, здесь есть также писание. Writing. Честно, это прям школу заменяет. Ну, ладно, школу не заменяет, но это очень тренирует твои способности. Тебе пишет вопрос, и тебе нужно написать 2 вещи, которые нужно рассказать в этом эссе. Если ты не знаешь, что написать, ты пишешь let AI write this for you. И тогда AI пишет за тебя текст. Что здесь крутого, что здесь можно это послушать. Ты пишешь listen. Technology has become an integral part of our daily lives, and its presence in the educational setting has increased significantly in recent years. Классно! Классно. Она тебе написала текст, ты мало то, что можешь его перевести, также ты можешь по нему написать, ты можешь его послушать. Также тебе можно describe an image. Тебе дается картиночка, и ты можешь написать все, что ты видишь на этой картиночке. Тоже очень тренирует твой словарный запас. Помимо письма, здесь есть listening. То есть здесь ты проигрываешь аудио и пишешь все, что ты услышал. Что здесь еще есть? Здесь есть инструменты. Когда заходишь в Tools и заходишь в Helpful Tools, то здесь есть переводчик. Ты можешь ему перевести текст в любой язык, который хочешь. Ты можешь написать сложный текст на английском языке и сделать так, чтобы он тебе написал это в коротком виде. Также ты можешь выбрать study notes. Допустим, там ты что-то изучаешь, и чтобы запомнить, ты заходишь в эти тулсы, заходишь в study notes и просто пишешь какие-нибудь свои ноутсы, которые ты там хочешь вспомнить завтра или послезавтра. И здесь есть также dictionary. Что это означает? То есть ты пишешь описание какой-нибудь эмоции, либо ты хочешь найти какое-то подходящее слово, и он тебе выдает ответ. Он в словарике ищет это описание и выдает тебе это слово. Прикольно! Прикольно. Вообще, это очень круто. И, кстати, это только начало, это бесплатная версия, да. Дальше есть здесь Homework Helper. То есть ты можешь написать текст и написать сразу же вопрос к этому тексту. Дальше ты можешь писать свои тексты более профессионально. То есть ты пишешь любой текст, выбираешь, как тебе надо профессионально, более дипломатически, либо более искренне написать этот текст, и он тебе его исправит. И дальше здесь есть также ассистент по написанию. То есть ты пишешь, что тебе нужно article, тебе нужно email, тебе нужна история, тебе нужен репорт, profile bio. Ты вписываешь, сабмитишь,
и он тебе выдает ответ. Боже, это очень крутое AI-предложение. Вот честно, то есть тут не только языки, тут ты можешь вставлять все тексты, которые тебе непонятны, и брать от этого помощь. Если тебе это приложение понравилось, подписывайся, я буду искать еще больше крутых приложений, потому что их реально сотни. Ребята, у меня есть выборка уже с 800 приложений, и каждый день я что-то тещу. В общем, AI развивается, и представьте, это только начало. Если тебе это видео показалось полезным, подписывайся, и у меня на канале будет еще больше видео. Я хочу делать какие-то челленджи, поэтому смотри, будем проводить челленджи, как можно зарабатывать, какой-нибудь аишный канал сделаем. И если у тебя есть идеи по челленджу, пиши в комментариях, и мы проведем этот челлендж с помощью нейросетей. Спасибо большое, что подписываетесь. Пока!